Привет! С вами Каска. В этом ролике я тебе расскажу, как можно повысить слегка FPS, избавиться от лагов, фризов и так далее. Насколько возможно ты слышал, что в Киберпанке вышел патч 1.5 и принес с собой множество изменений. Многие игроки вернулись снова поиграть, но не у всех тянет Киберпанк. Как бы это ни звучало странно. Первое, что мы делаем, это залетаем в игру и нажимаем настройки. Переходим на игровой процесс. Здесь нас интересует плотность толпы. Если ПК у тебя очень слабый, можешь поставить низкое. Если средний и выше, то тут уже ставишь среднее либо высокое. Я лично оставляю на высокое. Режим диска я оставляю на авто. Высота при виде от третьего лица. Тут уже по желанию, на FPS никак не влияет. Переходим на видео, вертикальная синхронизация. По дефолту мы ее отключаем, но если у тебя процессор загружен на все 100%, тогда можешь его включить и поставить, допустим, на 72. В таком случае твой процессор может немножко разгрузиться. Не всегда это помогает, но проверь, посмотри. Обычно где-то 5-7% оно освобождает. Если у тебя все нормально с процессором, он у тебя не загружен на все 100%, тогда обязательно рекомендую ставить галочку на максимум кадров в секунду, то есть мы его включаем, и значение ставим, допустим, там 160 или 140, как тебе удобно. Если у тебя мониторчик, допустим, 60 Гц и FPS у тебя в среднем там 70-80, можешь поставить на 90 или 100. То есть смотри по ситуации. Оконный режим ставим полный экран. Разрешение по соотношению к твоему монитору. Если ПК у тебя очень слабый, можешь поставить разрешение 1280 на 720. Как обычно, картинка будет супер пиксельная, но тем не менее. FPS прибавится почти в 1,5 раза. Переходим на графика. Сначала покажу именно те настройки, с которыми я играю. У меня видеокарта 3060 Ti. Если у тебя такая же самая видеокарта или аналог по мощности, то можешь поставить настройки, как и у меня. FPS стабильно держится на 60 кадров, но чаще всего это 70-75. В общем, ставим качество текстур на высокое, угол обзора тут по желанию, я оставляю на 90. Все это включаем. Размытие при движении по желанию, но я ставлю на низкое. Все остальное ставим на максимальное значение, кроме качества отражений. Его либо высокое, либо среднее, потому что кушает очень много FPS. Дальше переходим на DLSS и ставим на качество. Резкость DLSS по желанию от 0.50 до единицы. Для этой видеокарты и ее аналогов это самые актуальные настроечки. Если у тебя нет DLSS, то ставишь Super Resolution. То же самое там на качество и так далее. А теперь для всех остальных, у кого видеокарты, допустим, там 10 серии, AMD-шки и так далее. Качество текстур. Тут зависит от объема твоей видеопамяти. Если у тебя, допустим, 4 гига и больше, можешь ставить смело высокое. Если меньше, то уже среднее либо низкое. Угол обзора. Кушает, кстати, я скажу, неплохо FPS. Если, допустим, поставить на значение 70 и 90, то порядка 10 кадров. Поэтому для слабых ПК я советую ставить на 70, если будет так, конечно, приятно играть. Дальше зернистость, аберрация и резкость не влияют на FPS, кроме бликов. Забирают, наверное, 1-2 кадра. Тут тоже смотри по ситуации. Размытие при движении на FPS никак не влияет. Можешь отключить, можешь поставить низкое, высокое, как тебе больше нравится. Контактные тени и улучшенное освещение на FPS тоже никак не влияет. Можешь смело ставить включено. Перед тем, как перейдем к основным настройкам графики, я еще раз повторюсь. На моей видеокарты эти настройки на FPS никак не влияют. Я тестировал во время езды, в самом центре города, где очень много толпы, машин и так далее. У тебя же может быть совсем по-другому. Поэтому можешь ставить настройки, как и у меня, а потом уже я тебе подскажу, куда стоит обращать внимание. Анизотропная фильтрация кушает около 3-4 кадров. Тут рекомендую ставить 4 либо 8. Локальные тени высокое, качество локальных теней тоже высокое. Диапазон карт теней высокое, разрешение каскадных карт теней высокое, разрешение дальних теней высокое, разрешение объемного тумана на FPS влияет прилично, порядка 10-15 кадров. Это при том условии, если сравнивать низкое и высокое. За впечатляющее вообще молчу. Если же низкое и среднее, то разница в 1 кадр. Поэтому я не вижу смысла ставить на низкое, лучше поставить среднее. Качество объемных облаков. Тут, конечно, тоже по ситуации, потому что если ты находишься в помещении, то на FPS никак не влияет. Будь то выкл или впечатляющее. В другой же ситуации непонятно, как оно работает, если честно. В основном я ставил высокое и разницу по FPS не видел. Поэтому рекомендую ставить, наверное, все-таки либо выкл, либо среднее. Максимум динамических декалей. На FPS никак не влияет, можете ставить высокое. Качество отражений. Кушает прям очень-очень много
кадров. Если сравнивать, допустим, выкл и высокая, то порядка там 20-15 FPS забирает. Если сравнивать с выкл и низкая, то около 2-3 кадров. Поэтому если по FPS более-менее норм, там у тебя 65 или 70, то можешь ставить низкое. В другой же ситуации мы отключаем. Качество рассеивания высокое. Рассеянное затенение ставим на среднее, потому что на FPS влияет все-таки. Цветопередача высокая, отражение высокое, детализация тоже высокая. Это те настройки, которые на FPS в принципе не влияют. Допустим, у тебя будет в среднем на низких это 80. Если ты поставишь эти настройки, как и у меня, то будет где-то 70 или 75. Если же с FPS у тебя большие проблемы, то отражение мы выключаем, затенение ставим тоже выкл и туман низкое. Это первым делом, на что стоит обратить внимание. Если все равно мало FPS, то фильтрацию ставим на 1, блики отключаем, отражение и детализация тоже ставим на среднее либо низкое. Если есть поддержка DLSS, то это замечательно, можешь его включить и поставить на качество, баланс, производительность или ультропроизводительность. FPS бустит прям невероятно. То есть если поставить на ультропроизводительность, то у тебя будет выше сотни, где-то на 30-40 кадров больше. Но не у всех есть DLSS, поэтому к нам на помощь приходит это Fidelity FX Super Resolution. Мы, допустим, включаем Fidelity FX, резкость обязательно, потому что без нее будет сплошное мыло. И делаем то же самое. Ультракачество не рекомендую, а допустим начинаем с качества. После этого же делайте баланс. Ультропроизводительность тоже не рекомендую ставить, потому что будет ужасное мыло, как и производительность. Минимум, я считаю, это баланс. По настройкам у нас получается как-то так. После того, как настроили графику в Киберпанке, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки. Приложение MSI Util V3 и схема питания. Сначала давай откроем схему питания. Если у тебя есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, то копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем и закрываем. Нажимаем пуск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если игра у тебя от Steam, открываем Steam, библиотека, PKM на Киберпанк, свойства, убираем галочку с игровой кинотеатр, переходим на локальные файлы, обзор, открываем папку bin, x64 и здесь у нас есть приложение Киберпанк. Нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, нажимаем изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования, нажимаем ОК, применить и ОК. После этого мы копируем путь к самому приложению Киберпанк, нажимаем PKM, копировать, поиск, пишем настройки, графики. Если у вас есть аппаратное ускорение, можете его включить и после всех настроек сделать перезагрузку вашего ПК. После этого нажимаем обзор, вставляем наш путь, приложение Киберпанк, добавить, параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Снова нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если у вас его нет, то пропускаете. Настройки, создание клипов и обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. После этого нажимаем закрыть и закрыть. Если у тебя видеокарта от Nvidia, нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления Nvidia. Если видеокарта от AMD, чуть позже покажу настроечки. Переходим на регулировка настроек изображения, ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность, то есть ползунок влево. Переходим на следующую вкладку, это управление параметрами 3D. Сделаем быстренькую настроечку с самого необходимого. GP Rendering OpenGL, выбираем нашу видеокарту. Кадры виртуальной реальности 1, все остальное отключаем. Частота обновления вашего экрана высшая доступная. Размер кэша шейдеров по умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Тут, конечно, по ситуации, но для Киберпанка я рекомендую все-таки отключить. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Фильтрация текстур, анизотропная оптимизация и трилейная оптимизация мы включаем. Фильтрация текстур качества ставим на высокая производительность. И нажимаем применить. Переходим на настройки Surround, находим настройки Physics и здесь выбираем нашу видеокарту. При том условии, если ваша видеокарта мощнее, чем процессор. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архив, настройка видеокарты, папка AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты. Какие функции включить и какие функции отключить. Возвращаемся назад и находим MSI Util V3. Нажимаем PKM,
запуск от имени администратора, да. Здесь находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет выбираем High. После этого нажимаем Apply. Открываем твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как их активировать, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это сделать? Читаем здесь, либо гуглим. Занимает буквально 2 минуты. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Некоторым бустит до 20 кадров. Нажимаем PKM слияние, DVR2 PKM и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, нажимаете 2 раза LKM, либо через Enter. То есть запускаете как обычное приложение. Отзывчивая система PKM слияния, сетевой тротлинг PKM слияния и системный приоритет тоже PKM и слияние. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим оставляем включенным. В клипах все это отключаем. Xbox Game Bar тоже обязательно отключаем. Нажимаем главное, конфиденциальность, а опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь нам нужно отключить это самое главное Xbox и Xbox Game Bar. А так по желанию можете отключить в принципе все, что вам не нужно, типа калькулятор, камера, карты и так далее. После всех этих настроек делайте перезагрузку вашего ПК, залетайте в Киберпанк и наслаждайтесь, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и четкой картинкой. Хотя с такой оптимизацией я даже не знаю, будет ли она стабильная, но тем не менее, будет лучше, чем было.